Kylmän sodan jälkeen lännessä alkoivat puheet KGB:stä, Neuvostoliiton salaisesta tiedustelupalvelusta. Hyvin harvat kuitenkin tietävät siitä koko totuutta ja vielä harvemmat haluavat kertoa sen. Tämä mies on aikamme merkittävimpiä kaksoisagentteja. Hän on ainoa henkilö, joka onnistui paeta Neuvostoliitosta KGB:n paljastettua hänet. Neuvostoliiton hänelle langettama kuolemantuomio on vieläkin voimassa. Nyt hän on valmis ensimmäistä kertaa televisiossa kertomaan elämästään, työstään ja valinnastaan. Tänä keväänä tapasimme Oleg Gordievskin kahdesti ensimmäisen kerran Lontoossa. Доброе утро. И в 70-е годы разведка КГБ, да и ГРУ тоже, они стали всемирной, глобальной разведкой. То есть они считали необходимым шпионить не только против основных государств мира, но против всех, буквально против всех, без исключения стран, регионов и стран мира. КГБ практически часть коммунистической партии, и они вдвоем, Компартия, КГБ, виновны и в уничтожении миллионов советских людей, начиная с 20-х по 20-е годы и по 50-е годы, и за установление режима жестокой диктатуры, за тотальную слежку, разложение населения путем тотального шпионажа, доносительства и так далее. Начнем говорить. Я говорю в течение 30 секунд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11. Олег, я хочу спросить вас, за что все-таки, за что именно вы получили ваш смертный приговор? С точки зрения советских коммунистических властей, по делам. Потому что я работал против них. Прежде всего, мне было, хотелось быть честным человеком. А как честный человек я не мог служить преступному и незаконному режиму, каким являлся советский строй. Поэтому единственный способ был, начать помогать какой-то западной разведке. Вопрос вставал либо американской, либо английской, французской или немецкой. Это основные, самые мощные столпы, члены Организации Североатлантического договора. Но по методу исключения. Западно-германская разведка сильная, способная. Ну, я же знал, конечно, что она сильно насквозь подверглась проникновению Штази. Теперь французы. На французов я был слегка обижен. Потому что Франция, как вы знаете, при де Голле вышла из военной организации НАТО. Да. И тем самым она частично подорвала единство и силу Западного Союза. Ну, американская разведка большая сила. Но мне тогда казалось, я работал в Скандинавии, что англичане, Британия имеет, так сказать, более сильный интерес в Скандинавии, в Северной Европе, но также больше знает, больше понимает Европу и лучше понимает Скандинавию. Так что я буду более полезным им. И поэтому я выбрал англичан. Я хочу спросить у вас, вот мы сидим сейчас в Кенсингтон парк рядом, Да. И с музеем британских, с домом британской королевской фамилии, замечательная погода, замечательная страна Англия, но все-таки вы никогда не можете, на сегодняшний день вы не можете вернуться в Россию, и прошло уже почти 10 лет, как вы последний раз были там. Вы что-нибудь, скучаете ли вы почему-нибудь, по каким-нибудь местам, или людям, или запахам, или не хватает ли вам чего-нибудь? Вы меня спрашиваете, чего мне не хватает, почему я скучаю. И я скажу, что да, я скучаю немного по России, я немного скучаю по родине. Но не так сильно, как многие предполагают и надеются, скажем, в КГБ. Но много мне не хватает. Мне не хватает чего? Не хватает, например, как я выражаюсь, силы русского языка. Русский язык обладает такой напористостью и такой внутренней энергией, которая отсутствует, скажем, в английском языке и в большинстве других языков мира.
Да, дело было так. Осенью 1984 очень важный агент КГБ из Европы, с континентальной Европы, должен был прибыть на работу в Лондон. И контакт с ним между резидентурой КГБ и агентом должен был быть очень тонким, очень секретным и большей частью безличным. Для этого нужно было подобрать несколько тайников в городе. И самый главный тайник, основной тайник, был подобран мною вот здесь, на этом кладбище. И вот это самое место, вот это и есть тайник. Тайник должен был быть большим, потому что предполагалось, что иногда агент заложит что-то крупное, например, свой личный портфельчик или какую-то папку. Целый документов, да, целый портфель документов. Ну, а в некоторых случаях он просто не имел возможности переснять. Предполагалось, он должен был передавать документы. Поэтому делалось так. Допустим, вот у меня есть, он пришел с таким вот портфелем документов. Он, проверившись и убедившись, что за зеленью он закрыт, прикрыт полностью со стороны прохожих, он заложит быстро это вот в это место. Совершенно не видно ниоткуда. После этого, уходя с кладбища, на воротах кладбища он должен был поставить сигнал от закладки тайника. Офицер КГБ спустя некоторое время сигнал, например, просто галочку желтым мелом. Галочку желтым мелом. Очень ясно. Офицер КГБ приходит через 15 или 30 минут, смотрит, сигнал есть, и тогда он приходит и вынимает закладку из тайника. Вот это тайниковая операция. Очень просто, надежно. Если даже офицер будет захвачен с этими материалами, агент уже ушел. Встреча была безличной. В этом вся и штука, чтобы встреча была безличной, чтобы не было личного контакта. Хорошо. А скажите, пожалуйста, а вы так работали как офицер КГБ или тоже в то же самое время использовали это как сотрудник британской разведки? Да, дело в том, что когда я осенью 1984 года я работал в КГБ, но я был, конечно, английским агентом, они все знали это, они даже мне помогали подобрать этот тайник. Но я делал это для КГБ, конечно. Да. Вы меня спрашиваете, а были ли у меня в работе с английской разведкой какие-то такие тоже шпионские штучки? Я скажу так, что тайников не было, это не нужно было. А из шпионских штучек у меня было, например, некоторые тексты, например, некоторые инструкции для меня, на случай, скажем, какого-то чрезвычайного положения, для восстановления связи, были запрятаны в моих домашних вещах очень хитрым образом. И это была единственная шпионская штучка, которую я хранил и которую использовал в своей работе с англичанами. И вот эту вот штуку использовали только... Тайниковые операции использовались широко КГБ в работе и с ценной агентурой, и с нелегалами, еще с нелегалами. Но это был лично ваш тайник? Нет, этот тайник был лично мой. Это был, я подобрал его, и я должен был использовать в работе с тем агентом, когда он приехал бы в Лондон. Но дело в том, что он никогда не приехал в Лондон. Это было, оказалось, как потом выяснилось, что он умер. Просто умер от рака за месяц до того, как он должен был приехать в Лондон. КГБ лишился очень ценного агента. Tämän kätköpaikan Lontoon Bramptonin hautausmaalla eversti Gordievski keksi välittääkseen salaisia tietoja KGB:n agentin kanssa, joka oletettavasti oli kuuluisa Trianon. Несколько дней спустя, после того, как я оказался исполняющим обязанности резидента, главы секции КГБ в Лондоне, КГБ узнал о том, что я английский шпион, разведчик, агент. И они решили меня обезвредить, естественно. Они прислали в Лондон телеграмму, в которой мне предписывалось немедленно, практически в 2 дня, выехать в Москву для проведения важной консультации с Крючковым и Чебриком. У меня, честно говоря, у меня в глазах потемнело. И, так сказать, холодный пот выступил на спине. Вы поняли? Или почувствовали? Нет, у меня было инстинктивное подозрение, что что-то тут нечисто. Но у меня не было никаких доказательств. Когда я своим английским друзьям сказал, есть у вас какие-то подозрения? Это естественный вызов или что? Они сказали, что у них никаких подозрений нет, что у них никаких сведений о том, что что-то такое, какая-то утечка информации обо мне имела место, нет. И для меня стало ясно, что если я сейчас скажу, что я не хочу ехать, что я боюсь, я просто предстану перед ними как трус. Я не хотел быть трусом. Перед англичанами? Перед англичанами, да. И я решил поехать. И 2 дня спустя я приехал в Москву из Лондона
это оказалось чистая западня. Они Да, пригласили меня в какой-то домик на другой стороне забора территории, где находилось первое главное управление разведка КГБ. В этом домике туда меня привел сам Грушко, впоследствии второй человек КГБ, тот самый ГКЧПист, известный, правая рука Крючкова. Он меня привел, посадил за стол, там был приготовлен легкий обед, бутерброды, армянский коньяк из маленьких рюмочек. Ну, и потом пришли два странных человека, которых я никогда не видел до этого. Никогда не видели? Я не знал, но чувствовал, что такое странное у них. У них был облик таких жестоких, неприятных людей, в отличие от обычных разведчиков КГБ. Как выяснилось потом, они были людьми, специалистами по всяким темным и мокрым делам. Это был генерал Голубев, известный контрразведчик в разведке, и полковник Буданов. Тот самый Голубев, который имел отношение К делу Маркова, да. К убийству Маркова. Дело в том, что да, в конце 70-х годов Голубев, тогда еще не генерал, а полковник, он был послан в Болгарию с тем ядом, который КГБ приготовил для убийства Маркова, и с тем оружием, зонтик или что это было. Они подложили этот яд наркотический в мой или еду, или в этот самый армянский коньяк. И что было с вами? Как только наркотик стал действовать, я сразу стал другим человеком. Я стал возбужденный, я чувствовал, что мой мозг как бы горит, раскаляется, я болтаю, живо реагирую на все, спорю и так далее. Раскованный. Я совершенно раскованный, я готов говорить правду и болтать без умолку и так далее. В то же время у меня был уголок в мозгу, уголок трезвости какой-то, который смотрел на все это как бы со стороны и сохранял свою нейтральную и холодную позицию. И многое оценивал уже в ходе этого допроса. Я проснулся на следующий день в чужом доме, в этой комнате, в этого коттеджа КГБовского. Да. И у меня осталось чувство, что да, я раскрыт, я разоблачен, они знают, мне пришел конец. Вот в этот момент, на следующий день после допроса, как вы говорите, было ли это чувство конца, вот это было уже чувство конца, уже мне конец. Это было страшное чувство отчаяния, что мне конец, и нет никакого выхода из ситуации, ну никакого. То есть все, никого не стало за границей, я был полностью изолирован, они могли делать со мной, что хотели. И ваша семья ничего не знала? Моя семья была теперь вместе со мной в Москве. Но перед этим они не знали? И они до моего побега из Советского Союза моя семья ничего не знала о том, что я работал на британскую разведку. Но самое главное, я им не рассказал, что я связан с британской разведкой, и что подозрение падает на меня, что я агент британской разведки, что я разоблачен, и что, видимо, в конце концов я буду скоро арестован и, естественно, расстрелян. И в этот момент, когда вы поняли, вас арестуют, и вас расстреляют, и она ничего не знает, и все, вы жалели о том, что вы сделали? Нет, я никогда не жалел. Я не хочу сказать, что это был героизм. Я хочу понять психологически, когда вы поняли, что все. Я никогда не жалел о том, что я сделал. С одной стороны, мне было досадно, что КГБ сумел обмануть меня, причем таким трафаретным, обычным способом. С другой стороны, я всегда, в годы работы на Запад, я всегда готовился к смерти. Когда всегда? Все эти годы, 11 лет. С самого начала? С самого начала. Но и в ходе работы, чем дольше, чем позднее, тем больше я готовился к смерти, к настоящей смерти на, так сказать, эшафоте, быть расстрелянным, пойманным и разоблаченным как агент Запада. Потому что я знал, что большинство агентов этим и кончает. Самая секретная часть вашей жизни и самое интересное – это ваш побег. Что вы сегодня, вот сейчас можете уже можете рассказать об этом? Дело в том, что я могу признаться, что с самого начала у меня был план побега. Он у меня был давным-давно, с 1977 года. Но дело в том, что план был настолько сложный, он настолько был насыщен всякими элементами, которые мне казались нереалистическими, что я его и всерьез не понимал. И вот на этот раз, в июне 1985 года, я подумал, я все равно погибну. Я все равно погибну. Какая польза? Я не принесу пользу ни себе, ни семье, детям и жене, ни английской службе. Я просто погибну бесполезно. Да, было сомнение, самое главное сомнение, что я, спасаясь один, я оставляю семью в Советском Союзе.
Вот что было главное. Ужасный выбор. Это был страшный выбор. Во-первых, страшное расставание навсегда или на многие годы. С детьми, которых я безумно любил. Я стал отцом довольно поздно, примерно 40 лет. Я страшно любил детей. Но лучшие дети рождаются в этом Ну, возрасте. надеюсь, может быть. И расставаться было очень больно. Это было страшно, это как рана, это как отрезать самому себе ногу. Но я понял, что лучше, если я буду живым, чем мертвым в Союзе, лучше я буду живым на Западе. Да. И я стал готовиться к побегу. Я стал готовиться где-то с середины июня месяца. И побег совершился 20 июля. То есть через примерно через 40 дней после того момента, когда я всерьез начал над ним думать. Я готовился, я пробегал отрезки, я ходил по лесам, я изучал карты. И я распознавал слежку за собой, чтобы в тот день, когда нужно будет, я должен от нее оторвать. Вот в тот день, который я наметил для побега, это была пятница. Пятница, конец недели. Это было за 2 дня до начала Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Что оказалось Спасибо большое. очень Спасибо полезным. партии. Да, спасибо партии за этот большой подарок, потому что силы милиции и КГБ были сильно отвлечены на этот фестиваль. Они же следили за своими коммунистическими друзьями. Конечно. Большое спасибо. Вот. Во всяком случае, в этот вечер, в пятницу, я ушел из дома, оторвался в лесу. Ну вы вышли как? Вы вышли как? Я вышел, спрятал все свои пожитки в пластиковый мешок, снял пиджак, тоже сунул в мешок, чтобы не бросалось в глаза, чтобы не видно было, что я готовлюсь к какому-то большому походу. Я быстро прошел вестибюль дома, где сидела консьержка, сидела консьержка, которая следила за всеми. И, видимо, следила за мной особенно, потому что она уже знала, что я под наблюдением. По идее, слежка была около дома, где-то сидели в машинах. Я прошел пространство между домом и лесопарком. По спокойным шагом, чтобы не показывать, что я спешу или что у меня какое-то намерение. В лесопарке я начал бежать, когда я уже был вне пределов видимости слежки. Я пробежал лесопарк весь насквозь. На другом конце я вышел, купил нормальную хозяйственную сумку, спрятал пожитки в хозяйственную сумку и начал продолжать проверяться в отношении наружного наблюдения, то есть слежки. Я когда убедился, что и на вокзале их нет, я тогда сел на свою полку, так сказать, в этом вагоне и тихонько сидел. Но на ночь... Это было днем или вечером? Это было в 5 часов вечера, или в 6 часов вечера поезд уходил. Это был какой поезд? Поезд шел в направлении западной границы. Всю ночь. Ну, на ночь я еще не могу сказать. Ну, вы можете сделать свои догадки, потому что география Советского Союза довольно простая в этом отношении. Ну, поскольку я училась в советской школе, то я могу сделать догадку, что это был поезд Москва-Ленинград. No comment. Дело в том, что я признаю, что да, я совершил свой побег не единолично, а я получил поддержку. И значительную, потому что в одиночку так легко, относительно легко и быстро пересечь границу было бы очень трудно. Значит, ясно, что поддержка была. Если поддержка была, значит, вы можете сделать предположение, что за этим была какая-то политическая воля. А если мы говорим о политической воле, то было какое-то прямое или косвенное, была прямая или косвенная поддержка основного руководства страны. Так вот, это Крючков и Горбачев, они, естественно, не держали семью как заложников, и несмотря на все усилия британского правительства во главе с Маргарет Тэтчер, ни американского правительства во главе с президентом Рейганом, а потом Бушем, они не реагировали положительно, не отпускали их. И семья была отпущена лишь в начале сентября 1991 года после поражения антиконституционного путча. И Баканин, как он рассказывал потом, он собрал своих генералов, что я должен поступить, что я должен сделать в связи с обращением британского посла. И он сказал, все генералы КГБ, все как один, ожесточенно и с ненавистью воскликнули, ни за что, никогда, ни в коем случае. Да, советские тогда, в октябре 1985 года, настолько они были разъярены британским поведением и моим побегом. И вашим побегом? И моим побегом. Скорее всего. Они были просто вне себя. Но не было случая такого у них. Такого не было случая. Это же было унижение для КГБ. Конечно. Они поймали, они наслаждались. Мне рассказывал Любимов в мае месяце, что Грушко хохотал от удовольствия, что он разоблачил, так сказать, меня разоблачил. И мне смерть предстояла. И вот они нахохотались. Я оказался на Западе.
То есть это была ошибка. Я зря, не стоило вступать в КГБ. Хрущев выдвинул лозунг КГБ как инструмент демократизации советского общества. И хотелось верить, что это правда. Я не полностью верил, но хотелось верить. Кроме того, я вступал уже во внешнюю разведку, и все считали, что внешняя разведка, она не запачкана. Они хотели, люди во внешней разведке КГБ, хотели быть не запачканными, быть грязью остального КГБ. А этого не произошло, они все запачкались. Это оказалось такая же, я узнал позднее, шпионская организация. Резкий скачок в ухудшении атмосферы КГБ произошел в 1968 году. Потому что после вторжения в Чехословакию, тогда уже они все поняли, что мы будем руководить не в вельветовых перчатках, а грубым насилием и силой, и сапогом, да. Потом в 70-е годы шло углубление эпохи застоя, это было самое настоящее застой, отвратительная атмосфера. Интриги, мелочность. А потом начали разрастаться явления, которые вы хорошо знаете из других ведомств советских, и интриги, и мелкое доносительство, и вот эти самые группы, клики, как их сказать, мафии всякие. Вот вы сказали сейчас мафия. А была такая какая-нибудь мафия, работающая на Финляндии? В отношении Финляндии тут была другая, маленькая финская мафия. Это была очень интересная организация. Она как сообщество офицеров была слабая. Она не пыталась никого поставить во главе главного управления, она не пыталась добиться каких-то успехов, это была просто замкнутая секта узких специалистов по Финляндии. Состав этой мафии был небольшой, скажем, если их было 6 человек в Москве и 7 человек постоянно в Хельсинки, всего, скажем, 13 человек вот этих уникальных специалистов по Финляндии, которые все говорили по-фински, читали финские газеты, знали каждую партию, каждого деятеля, каждую значительную фигуру финской жизни. Но они все участвовали в манипулировании финской жизни, потому что каждый офицер, а я говорю пока только про линию политической разведки, потому что была еще группа проникновения в спецслужбы и группа научно-технической разведки. То есть 13 человек, скажем, я говорю, это только политическая разведка. Да. Там были свои маленькие специалисты по Финляндии на каждом другом направлении работы против Финляндии. Значит, каждый офицер политической разведки КГБ имел на связи до 15 человек финнов контактов. Значит, если всего их 7 человек работало в стране, то вы посчитаете, сколько у них было контактов, более 100 хороших контактов только на линии ПР, политической разведки. Дело в том, что из-за этой зависимости от Москвы правительство и органы или организации безопасности Финляндии, они не могли бороться с советским шпионажем настолько, насколько они хотели бы при иных обстоятельствах. В результате советский шпионаж вырос до размера 40 или более офицеров КГБ, 25, 30, 35 офицеров ГРУ. Всего, значит, где-то 70 или более кадровых офицеров двух советских разведок. Было такое в другой стране какой-нибудь? Если сравнить с размером населения, если сопоставить с размером финского населения, где-то менее 5 миллионов человек, то такого нигде не было. И еще что я знаю, что с позиции Финляндии, поскольку сама Финляндия уже непосредственно Финляндия как бы несколько меньше интересна, интерес разведывательный, политически все равно очень интересная страна для Москвы, но в чисто разведывательном плане она представляет сейчас собой меньший интерес. И в результате, и поэтому с позиции Финляндии сейчас Москва тщательно изучает, используя Хельсинки как базу, изучает положение в Эстонии, в Латвии, Литве и во всем Балтийском регионе. Особенно в Эстонии. В Москве сейчас нужна позарез, как они считают, какая-то особая, секретная, ее, может быть, и нет такой, но они так считают, что она есть, информация об Эстонии, о замыслах эстонского правительства, что они будут делать с русским меньшинством, насколько они близки к Западу. И с точки зрения вот этого второго направления работы КГБ, которое называется КР, общие вопросы безопасности и проникновение... КР это что значит? КР — контрразведка. Контрразведка в разведке. Проникновение в разведывательное сообщество западных стран. Они сейчас воображают себе в Москве, в КГБ, что территория Эстонии, Литвы и Латвии используется западными разведками для работы против России.
Они считают, что сейчас Они- американская, британская, немецкая разведка, особенно вот эти три, активно стали работать против России с территории Прибалтики. Что касается финской мафии и резидентуры, хотя, как я сказал, они уже сократили Да. свое пребывание, но я вот посмотрел списки дипломатического корпуса на сегодняшний день в Хельсинки, и я нашел по крайней мере, три, которых я нашел, члена старой финской мафии. Старый. И То есть самой политической разведки. той политической разведки. Вот они, пожалуйста, я их отчеркнул, они, курилка жив, как говорится. И они присутствуют и проводят какую-то работу, и, видимо, неплохо проводят, потому что у этих людей огромный опыт политической разведки территории против Но Финляндии. такой опытный человек, опытный резидент, как генерал Владимиров, Да. совершенно недавно говорил в интервью большому финскому телевидению, что он совершенно не был никаким генералом КГБ, а был он просто военным, который пришел после войны в Центральный комитет партии, и что он не вел никакой работы, и что КГБ не делал ничего плохого в Финляндии. И что вы можете сказать по этому поводу? Ну, что я могу сказать? Не дипломатическим языком выражаясь, это все полное вранье, что господин Владимиров говорит. Дело в том, что он был в Хельсинки дважды резидентом. И причем очень успешным резидентом. Он пользовался огромной репутацией. Он и стал генералом только за свои успехи в работе против Финляндии. Он был в контакте... что именно? Что именно? У него были на связи самые важные агенты и доверительные связи в политическом истеблишменте Финляндии. Это он встречался с президентом Кекконеном. Это он передавал ему тезисы центра, которые он просил президента, чтобы тот отразил в своих речах, выступлениях и так далее. как Техника передачи была, я точно не знаю, кстати, была какая техника, но я думаю такая, что когда очень просто, приходила телеграмма в резидентуру Владимиру, она, естественно, на его столе оказывалась напечатана на бланке КГБ. После этого он сажал своих работников линии ПР, вот этих людей, Да. которые все говорили по-фински, давал им эту телеграмму, и они переводили ее на финский язык. И потом печатали на листах бумаги финский текст. Без заголовка, без подписи, а просто текст. Этот текст он складывал, клал в карман, шел на встречу с президентом. И в ходе беседы говорил: господин президент, есть такое пожелание от руководящих товарищей у нас там наверху, чтобы было бы очень желательно, если бы вы в ходе своего государственного визита в Великобританию, выступая на банкете, там, вы бы отразили вот такие тезисы, которые важны для дела европейской безопасности, разоружения, мира во всем мире. Вот это был типичный такой повод, или типичный фасад, за которым все скрывалось. И после он передавал для вашего удобства, чтобы вам было не напрягать вашу память, мы для вас эти тезисы записали, да даже перевели вам на финский язык. И он оставлял это у него на столе. Вот и все. И это работало безотказно. Это работало безотказно, да. Но это был не только он, это многие другие министры и деятели разных партий делали то же самое. Как вы считаете, является ли Скандинавия и Северная Европа сегодня серьезным геополитическим или стратегическим объектом для КГБ или российской внешней политики? Вот это о плане работы по проблемам Мирового океана, Арктики и Антарктики на 82-85 годы. Дело в том, что в те годы шла большая экспансия военная, стратегическая, политическая Советского Союза. И Советский Союз стремился закрепить за собой весь Северный Ледовитый океан. Не дать другим странам там как-то закрепиться тоже. И при этом КГБ пользовался услугами очень важного агента, Арне Трехольта, норвежца, высокопоставленный норвежский дипломат, который работал, да, он отсидел свой срок и теперь на свободе. Так он нанес огромный, колоссальный ущерб Западному Союзу, передавая многочисленные натовские и норвежские документы по натовскому военному союзу, но также и по вот этому Мировому океану и проблемам Арктики. И в результате КГБ сумел помочь этой огромной, ускорить советскую экспансию в Северном океане. Что они там делают?
Что строить станции или что? О, это шло Да. очень такое медленное, но очень верное освоение Северного Ледовитого океана по всем направлениям. Геологические, военные исследования, атмосферные исследования, международно-правовые исследования, как бы добиться того, чтобы весь мир признал, что, мол, Советский Союз только имеет право на эту территорию, больше никто, и так далее. Как обмануть разные страны, скажем, Норвегию и Данию с Гренландией ее, и как, скажем, может быть, добиваясь дружбы с Канадой, и исключить другие страны из этой области и так далее. Это было очень дотошно. И диктовалась она, прежде всего, военными, между прочим, военными интересами. Олег, после всего всех наших разговоров и встреч, теперь уж вы рассказали все ваши секреты. Нет, еще много-много секретов осталось нерассказанными. Приезжайте, и в следующий раз я вам расскажу остальные секреты. Kaksi päivää ensimmäisen keskustelumme jälkeen julkaistiin sensaatio-uutinen. CIAn sisällä paljastui KGB-vakooja Ulrich Ames, ja me päätimme hyväksyä Olegin kutsun toiseen haastatteluun. Pari viikkoa ensimmäisen tapaamisen jälkeen kohtasimme uudestaan Etelä-Englannissa, lähellä Olegin ja hänen perheensä asuinpaikkaa. Я провалился в мае 85 года. И все эти 8-9 лет я искал, кто был источником моего провала, кто сообщил КГБ о том, что я был британский агент. В конце концов, я движим только чувством любопытства. Но для служб, для британской службы и для всего западного разведывательного сообщества это очень важно. Мы искали и, кстати, никак не могли найти. И вот теперь Эймс. И я сразу пришел к выводу, заключению, что Эймс – это был тот человек, который меня выдал. Почему? Много признаков. Прежде всего, он начал сотрудничать с КГБ весной 1985 года. И меня поймал КГБ весной, в мае 1985 года. Ему положили на счет первую крупную сумму денег, $9000 КГБ, 18 мая этого года. А меня отозвали в Москву 17 мая. Создается впечатление, что он как раз начинал свои переговоры с КГБ, ему сказали: давай, сообщи что-то важное для нас, и мы тогда тебе заплатим и начнем сотрудничать. Видимо, так и получилось. Теперь встает вопрос, а почему он знал? Ведь американцам не сообщалось ничего, ни моя фамилия, ни о том, что я был британский агент. А как же он? Я думаю так. Все эти годы, 4-5 лет в Скандинавии, потом 3 года в Англии, информация, которая получалась от меня, она самая интересная, самые сливки этой информации, самое важное для американцев, для западного сообщества, направлялась в обезличенном виде в Вашингтон. Но она проходила через руки ЦРУвских офицеров, а потом уже доходила до администрации. Значит, люди, которые сидели там в ЦРУ, а к их числу и относился Эймс, потому что он был как раз на вот этой части, которая была связана с Советским Союзом. Именно в те годы. Именно в те годы, он знал о материалах до 85 года. Он пришел в отдел где-то в 84-85, и, видимо, прочел все, что прошло за предыдущие годы. А там было видно, что идет ценная информация от источника у англичан, который, видимо, был в начале, в 70-е годы связан со Скандинавией. Сейчас похоже, не точно, но похоже, что он в Англии. И третье, что он, скорее всего, КГБ. Самое интересное, что когда я увидел сцену его ареста, как его выводили, телевидение всего мира показало эту сцену, его жену выводят из дома, арестованных, в наручниках. Я увидел, что этого человека я лично знаю. Я его лично знаю. Англичане его не знают, а я его знаю. Я встречал его несколько раз. Почему? В те 80-е годы я часто ездил в Вашингтон, где встречался с различными чиновниками государственными. Ну, прежде всего, конечно, ЦРУ. И он присутствовал при некоторых из этих встреч. И это был шок. Мало того, что я узнал, кто меня выдал, но я узнал также, что это был тот человек, который с очень мягкой, доброй улыбкой сидел в числе лиц, с которыми я проводил собеседование или какой-то семинар. Если бы меня пригласили на процесс в качестве свидетеля, я бы с удовольствием приехал. Я хотел бы посмотреть ему в глаза, да, выступая в качестве свидетеля в американском суде. С большим удовольствием. Это фактически все, что знал ЦРУ, что Эймс знал,
о ЦРУ и работе ЦРУ против Советского Союза, восточноевропейских стран и в других частях мира тоже. Он все передавал. Во-вторых, он выдал агентуру, и источники, и вообще все контакты ЦРУ, которые были в Советском Союзе, и, возможно, в других странах мира, прежде всего восточноевропейских. Это страшное дело. Это самое ценное, что имел ЦРУ, он это выдал. Наконец, с моей точки зрения, все, что я рассказал американцам, а это было очень много, я же приезжал несколько раз, некоторые годы по 2-3 раза в год. И тогда, в первые годы, я все помнил и хорошо знал, и имел точные сведения по ряду аспектов. Все это он подобрал и все это передал обратно в КГБ. В КГБ знали, чему Запад научился от меня. Но вы еще остались живы, но как минимум 12 человек были расстреляны или больше? До меня доходили слухи в те годы, 80-е годы, что 86 по 90-й год примерно было расстреляно где-то 16 человек, такая цифра называлась. Ну, 16 человек не 16, но явно, что было больше 10 человек расстреляно. И американцы упорно из газеты в газету идет эта информация, что только на основании вот этой информации от Эймса из недр ЦРУ было расстреляно 10 человек. Вот, а я, считайте, 11-й. Я первый, которого не удалось, единственный, которого не удалось расстрелять. Что вы думаете по поводу этой реакции России? Ну, реакция России, к сожалению, реакция государства, которое еще не является демократическим. И они сами признают часто, да, мы еще не демократическое государство. Понимаете, если бы они действительно были демократы, и действительно были демократические друзья демократического Запада, они бы тогда понимали, что шпионить против друзей – это неправильно. И даже если бы они не свернули полностью свою шпионскую работу, они бы все равно понимали, они делают что-то такое нехорошее. А тут они не только не свернули, они ее продолжали активизировать, улучшать. Они не уничтожили свои огромные резидентуры на территории Соединенных Штатов, несколько сот оперработников. Если посчитать нелегалов и прочих, то, может быть, 400 офицеров ГРУ и КГБ работает в Америке. И они говорят, что те, мол, шпионят. Ну, кто может, как демократическое государство может позволить себе наводнить чужую страну 400 первоклассными вышкаленными разведчиками? Они шпионили, вели массированный шпионаж против Запада и думали, это в порядке вещей. И, значит, считали, что и Запад делает то же самое. Между тем, Советский Союз и весь Варшавский договор – это была группа тоталитарных коммунистических государств, однопартийных, в которых ни во что ценилась человеческая жизнь. Я хотела бы спросить, какова теперь модификация бывшего КГБ? Что он собой представлять будет? Что представляет сегодня и что будет завтра? Вот как они развиваются, какая у них роль? Что такое с ними вообще будет происходить? Служба контрразведывательная, она переименована в контрразведывательную службу. Что это значит? Значит, ей дан сигнал работать прежде всего против иностранцев, против посольств, против людей, посещающих Россию. То есть еще больше старайтесь поймать шпионов, как говорится. Шпионов-то нет или очень мало, но они из кожи вон лезут, чтобы поймать шпионов и оправдать свое название. Могут они это привести, это криптокоммунистов сами? Сейчас вряд ли, потому что сейчас КГБ сильно подорван. Но если эти коммунисты мобилизуют все КГБ, те кто активные КГБ, которые в службах, и тех сейчас многочисленных, которые ушли в запас, уволились и так далее, и работают в коммерческих структурах и так далее, вот и повсюду. Если они все будут мобилизованы, это может оказаться большой политической силой в каком-то будущем перевороте. А что это означает? Мы уже раньше говорили, вы говорили, не допустить нежелательного развития. То есть Москва с помощью КГБ достигла Финляндии недопущения нежелательного развития в военной сфере, в политической сфере, в экономической. Что это такое нежелательное развитие? Что в конкретном финском случае это было? В военном положении, конечно, было прежде всего никаких союзов с западными, как можно меньше обменов и сотрудничества с западными армиями и западными союзами. Ну и сама армия должна была быть настолько маленькой, что она не могла явиться никаким препятствием для военных планов Советского Союза, ни быть помощницей в случае, скажем, конфликта между Востоком и Западом на севере Европы. Например, представьте себе ситуацию, что вспыхивает конфликт между Востоком и Западом, и Москва делает, Советский Союз делает военный прорыв к территории Норвегии, что, как известно, являлось старым
стратегическим планом Москвы. Если бы у Финляндии была какая-то крупная армия и определенная национальная гордость и чувство солидарности с другими скандинавскими странами, они бы что-то сделали, чтобы не так легко пропустить советскую армию через свою территорию. При такой ничтожной армии, какую навязали советские власти в Финляндии, это было совершенно невозможно сделать. Значит, фактически территория Финляндии была открыта для прохода советской армии к Швеции. Где-то с боями они прошли бы Швецию, потому что шведская армия сильная, большая, но не в состоянии была бы обороняться. И Норвегия была бы перерезана пополам. Это было бы страшное дело для будущего и безопасности Севера. Стратегические сохранялись еще в какое время? Я точно не знаю, но они, конечно, сохранялись до конца советского периода, то есть до распада СССР, конца 91 года. Кремль со своей паранойей, со своим недоверием к Западу, всему западному, очень преувеличивали и переигрывали. В результате было много акций в отношении Финляндии, которые фактически оскорбляли национальное достоинство финнов. После 1944 года, начиная с 1944 года, в КГБ начал устанавливаться контроль и господство КГБовских представителей. Они с помощью сначала коммунистических элементов проникли в полицию, в Министерство внутренних дел, другие органы, так сказать, даже в архивы и так далее. И потом осталась настоящая резидентура КГБ, очень мощная, всегда возглавляемая сильным, опытным офицером, полковником, генералом КГБ. И те люди, которые были завербованы КГБ в качестве агентов в 1944, 1945, 1946 году, когда фактически нация стояла на коленях, а деятельность КГБ настолько была обширная, особенно в первые послевоенные годы, что они проникли в самые неожиданные области. Например, вы упоминаете церковь. Да, были завербованы некоторые работники, священнослужители. Священнослужители нужны были не для политических целей, а для того, чтобы организовать работу линии Н, то есть для того, чтобы приобрести документы финские для советских офицеров-нелегалов, которые должны были отправляться на Запад, проникать попадать в западные правительства, организации правительственные, но изображая себя финских граждан. А среди карелов, тех карелов, которые жили и выросли на территории Советского Союза, было множество офицеров КГБ, которые получали финские документы и поезжали на Запад. Священники агентуры КГБ добывали или предоставляли КГБ документацию об церковных учетах Финляндии. Сколько было документировано за все время, мне трудно сказать, но я думаю, скажем, если в год они документировали 1, 2, 3 человек, то с 45-46 года по 90-й они документировали где-то несколько десятков, 30, 40, 50 человек, которые известны как финны, на самом деле. Которые работали как финны, изображали себя финнов, работали в Швеции, Германии, Англии, Канаде, Америке и так далее. Вы говорили, что люди финские, боясь за свою жизнь, давали подписки. Да. В первые годы после войны КГБ очень активно работал на территории, где население стран, которых участвовало в войне против Советского Союза. А это, скажем, Венгрия, Восточная Германия, Австрия и Финляндия. Люди запуганы, боясь, что придет Красная Армия и неизвестно, что начнется, их начнут в Сибирь отправлять. Люди готовы были на все. И КГБ активно вербовала агентуру. Больше, чем в последующие периоды. Если нужен был, скажем, работник Министерства внутренних дел какой-то, к нему подходили и предлагали сотрудничать на КГБ. Он соглашался, ему говорили, сделай подписку. Ему давали текст
заявлением, в котором было сказано, что я обязуюсь тайно, секретно сотрудничать либо с КГБ, либо с представителями советского государства и так далее, и так далее. И подпись. Вот это называлось подписка. В последние годы, где-то 70-е, 80-е, КГБ перестал брать подписку. Или стал брать ее очень редко, считая, что, мол, это не важно. Мол, человека не надо унижать, обижать его подпиской. Если Или он хочет пугать. или даже пугать. Потому что если он хочет сотрудничать, он будет сотрудничать, и мы ему лучше денег дадим, чтобы его закрепить, нежели запугивать его подпиской. А в те годы КГБ была очень жесткая организация. Они любили привязать человека подпиской. Эта подписка хранилась в деле на него всю жизнь. И хранится до сих И до сих пор хранится в архивах. Много финских людей, многие из них до сих пор живы, на которых где-то там в делах в Москве лежат подписки. Подписки, их заявления с полными подписями. Если КГБ захочет, то может вернуться с этой бумажкой и сказать, вы подписались, вот делайте то-то, то-то, то-то. Для финских людей, которые были полвека под влиянием очень сильным Советского Союза, очень важно четко представлять себе, понимать разницу и содержание, кто такой агент КГБ, кто такой конфиденциальный контакт или доверительный контакт, кто такой объект разработки и кто такой особая неофициальная связь. Пожалуйста, объясните нам с профессиональной точки зрения эксперта КГБ. Вы намекаете совершенно правильно, что то, что является агентом, доверительной связью в файлах, в делах КГБ, это не всегда обязательно является тем самым на самом деле. Согласно теории и учебникам КГБ, агент – это человек, который сознательно и дисциплинированно тайно сотрудничает с КГБ. Он находится в условиях дисциплины, которая господствует в отношениях между агентом, им и оперработником. Он выполняет практически все то, что тот ему говорит. Но это не обязательно, что он обязательно получает деньги? Или нет? Нет, не обязательно получает деньги. Во многих случаях он получает деньги, но не обязательно. Главный элемент – это то, что дисциплина, сознательность и преимущественно секретный характер отношений. То, что называется конфиденциальным контактом, доверительной связью, вернее, в КГБ, сокращенно ДОП-связь, это они придумали в 70-е годы, когда увидели, что многие агенты, но не особенные агенты, они, так сказать, готовы встречаться, они помогают, они что-то делают для КГБ, но говорить о твердой дисциплине и о том, что там все секретно, не приходится. Далее надо сказать, кто является объектом разработки. Объектом разработки является хороший контакт, который встречается с КГБ регулярно, тоже что-то делает, говорит, пишет или публикует что-то и так далее. Но он еще пока не включен официально руководством КГБ, на бумаге, конечно. А включало всегда руководство в КГБ? Всегда руководство То есть КГБ. не то, что вы, например, офицер КГБ, и у вас есть такой контакт или есть такой контакт, и вы его... Я его объявляю, нет. Я Ничего должен доказать руководству КГБ, Понятно. что человек уже агент или уже доверительная связь. Понятно. И, наконец, особая неофициальная связь. Новая тоже, новая новинка, введенная где-то в 70-х годах. Часто КГБ работало с людьми, занимавшими высокое положение. Премьер-министр, президент, председатель Национального объединения профсоюзов, глава политической партии, министр. Даже министр считался недостаточно крупной фигурой часто. То есть кто-то очень крупный, фигура национального значения. У КГБ тесные отношения. Но поскольку это фигура национального значения, то он не может, даже если хочет, но просто не может быть в таких отношениях с КГБ, как агент. Передавать секретные документы, рассказывать некоторые секреты. Но, тем не менее, он страшно полезен, тем не менее. Он много рассказывает, он общается. Даже самый факт, что он встречается регулярно с офицером КГБ, с президентом, заместителем президента, полковником, он уже подвергается сильному влиянию. Это неизбежно. И это влияние рассматривается как полезное. Когда я писал отчет отдела за год, ну это просто только по линии ПР, потому что мой отдел занимался политической разведкой, там было в 83-84 годах 33 агента, 33 случайных совпадения доверительных связей и одна особая неофициальная связь. То есть вот такое количество. Вы знаете, кто это?
Нет, я точно не знаю фамилию. А вот с кем из партий, коммунистическая понятно, а вот из некоммунистических партий, с кем успешнее всего велась работа из финских партий КГБ? Ну, основная часть послевоенного периода, самая успешная была были центристы. До Кеканина еще. Еще до Кеканина, да. И после, и при Кеканине, и после Кеканина. С центристами всегда работали КГБовцы хорошо и успешно. Но потом остро встал вопрос, что надо, наконец, проникнуть как следует в социал-демократическую партию, а потом, некоторое время спустя, стал вопрос о том, что надо проникнуть и в консервативную партию. И политическая разведка, самая сильная секция в резидентуре КГБ в Хельсинки, сделала сначала одно, потом второе, мощное, продуманное усилие, как это сделать. И в результате резидентура приобрела большое количество контактов и в этих партиях также. В некоторых случаях в Финляндии КГБ начинало работать с людьми, когда им было 19-20 лет, и продолжали работать с ними успешно и плодотворно, и очень с большим, так сказать, взаимной симпатией, когда им было уже 50 лет. Представляете, какая преемственность? В этом смысле Финляндия уникальная страна, действительно. Дело в том, что все советские люди живут двойной жизнью, жили двойной жизнью, тройной, четверной. Одна для жены, другая для офиса, третья для партии, четвертая еще для кого-то и так далее. Так что, честно говоря, люди жили всякой там жизнью. Но у меня была двойная жизнь, потому что моя вторая жизнь сулила мне верную смерть, если кто-то узнал бы об этом. Кроме того, естественно, что было трудно ни с кем, что не с кем было поделиться. Я не мог поделиться ни с женой, ни с друзьями. Друзей таких надежных не было. И вообще в Советском Союзе с этой системой тотального доносительства, внутреннего шпионажа и предательства на каждом шагу, и всех этих бесконечных интриг и нездорового соперничества, делиться даже с лучшими друзьями, и даже с женой, это было страшно опасно. А вам же приходилось, и до сих пор вы живете не под своим именем? Ну, до сих пор вы да, но это не столько, теперь и... нет, это уже не столько мера безопасности, сколько мера удобства. Жить под фамилией Олег Гордиевский, которая звучит по-русски или по-польски, она слишком бросается в глаза. Я живу под немецкой фамилией, такой континентальный, как они говорят. Ну, они думают, ну кто? Ну, может быть, какой-то голландец или немец, австриец. Потому я выступал по телевидению вот в этом парике. Я одевал парик, вот усы где-то у меня тут лежат, значит, бородка, и меня не узнавали больше. Потом, кстати, начали узнавать. Вопрос не такой веселый. Вопрос о вашем смертном приговоре. Я с него начала и с ним хочу закончить. Приговор смертный ваш, вынесенный вам в 1986 году военным трибуналом Советского Союза, остается в силе, несмотря на все коллапсы СССР, коммунизма, несмотря на всю новую, так называемую новую Россию, и несмотря на совершенно недавнюю амнистию, по которой Российская Дума выпустила всех. Они выпустили Рудского, Хасбулатова, Баркашова, они выпустили многих и многих, амнистировали. Они ничего не сказали, опять же, о вас. О человеке, который работал для Запада и который работал для демократии, которого смертный приговор остается в силе. Вы думаете что-нибудь делать с этим, подавать апелляции, обращаться с этим, как-то на это реагировать? И как вы вообще чувствуете себя со своим смертным приговором? И я и не ждал, собственно, и не хочу их амнистии. Я не хочу не получать какой-то амнистии или какое-то помилование из рук красно-коричневой думы. Я не хочу. Для меня мой смертный приговор – это, так сказать, мое знамя. Это мое отличие. Дело в том, что лучшие сыны России и вообще всех народов Советского Союза, и лучшие сыны из стран Восточной Европы, Прибалтики, и многие финны, карелы, кстати, особенно из восточной части этой страны, они лежат с пулей в затылке в бескрайних полях Сибири. Вот быть в их компании мне очень приятно. И слава Богу, я в их компании благодаря этому смертному приговору. Но без пули пока в затылке. Но даже если получил пулю в затылке, это лучше уйти с честью из жизни, чем жить бесчестно, служить тоталитарному
режиму до конца, как многие из них делали и пытаются и даже сейчас делать. Вы не хотите ничего делать, пусть этот приговор остается. Не, я не буду никогда не просить, не ходатайствовать, ничего. Мой смертный приговор – это моя награда.